Шиповник мужской, папоротник. Эффективен против ленточных червей, таких как эхинококк, альвекокк, цепни, селитеры. Компоненты парализуют мышцы червей. Но с ним надо быть осторожным, потому что он много побочных эффектов для людей имеет. Поэтому там, не переборщить. Юглон. Юглон – это компонент черного ореха, который очень популярен и, в принципе, на iHerb, и вообще он очень популярный, как листогонное, выталкивает зрелых и незрелых карликовых цепней у мышей. И вообще, конечно, он в любую антипаразитную программу входит. Хотя почему-то исследований на английском я что-то не смогла найти. Может, есть, конечно, на других языках. Но, в принципе, его тоже обязательно рассматривайте. Дика. Проявляет противопаразитную активность. Эффективная альтернатива для борьбы с кишечными заболеваниями. У морских свинок она выводила паразитов. И вообще, насколько я помню, там говорятся, что как раз-таки она личинок выводит паразитов, поэтому ее тоже часто добавляют к другим растениям. Семена тыквы обладают антигелеминтным действием на взрослых ленточных червей. Ну, здесь тыниаз рассматривали. И группа была 12 человек с тыниазом, и у 9 из них вылечились они. И диапазон, как выходили черви, это был от 3 часов 20 минут до 21 часа 20 минут. Но, конечно, здесь результат был лучше с орехом рейки. Ну вот я не знаю, нам, наверное, да, вряд ли такой орех можно достать. Но если кто-то достанет, будет лучше еще и с ним. Куркума, а скорее все-таки куркумин, ее активное вещество. Также вызывает гибель шистосомы, которая часто виновник как раз рака мочевого пузыря. Ну и здесь вот, например, другое, это где она также помогает от плазмодия, лейшмании, нематод, токсоплазму гонди, ну и другие варианты, кого она тоже здесь помогает избавиться. Здесь файл тоже очень интересный, можете почитать, здесь подробно написано. Например, корица от аскарид. Имбирь помогает от амеб и в концентрации 200 мг убил почти всех шистосом в пробирке. Помогает от различных нематод, кишечных червей, личинок. Черный тмин помогает при шистосоме у мышей, от трихонита и карликового цепня. Артемизин, который из полыни выделен, конечно, это лекарство от малярии, но также он помогает и при токсоплазме. Например, сама полынь, она от трихонеллы и взрослой, и личинки. Чеснок, он от аскарид. Например, наружное было 10% раствор, он защищал куриц от птичьего клеща, а этот клещ, он людей тоже кусает. Также он помогает при ламблиозе. За 36 часов ослабевал все клинические симптомы. Берберин был очень эффективен от влагалищной трихомонады, так же, как и метронидазол. У пациентов с малярией, устойчивых к хлорину, берберин был эффективнее, чем тетрациклин и котримазол. Поэтому вот можете почитать, тоже интересное. И, например, вот здесь я бы тоже очень рекомендовала, это вот этот же муравьиное дерево, он же пау де арка. В принципе, у него исследования в основном то, что он противогрибков, различных там инфекций, но есть некоторые исследования небольшие, что он помогает тоже от глистов, да. И, например, отзывы я читала на некоторые, он и детям, и взрослым выводит глистов. Так что, мне кажется, его тоже рассматривайте.